Всем большой привет! Сегодня 16 марта, 24 год. И сегодняшний мой ролик будет посвящен прививке плодовых деревьев. Я начинающий садовод, скажем так. Деревья я посадил уже лет 7 назад, но садом не занимался, поэтому в этом году привожу все в порядок. Выросла у меня, вот как вы видите, вот такая черешня. Я ее очень сильно обрезал. Она была там 4 метра высотой. Очень ветвилась хорошо. Но что касается урожайности, это реально были считанные ягодки на дереве. И вина в этом не птиц, а в том, что по какой-то причине нет плодоношения. Я решил в этом году обрезать, но и также сейчас мне пришла в голову мысль сделать прививку несколькими другими сортами, которые есть у меня и уже плодоносят. Поэтому я решил в первую очередь привить вот на эту большую ветку. Само деревце у меня состоит из двух таких стволов, и одну из ветвей, скорее всего, на вот эту вот, возможно, на соседнюю, я тоже на ней сделаю прививку. Таким образом, я сейчас попробую сюда привить несколько сортов. Делаю я это впервые, это не обучение. Я буду просто показывать свою работу и далее в течение года рассказывать, что из этого получится. Итак, начинаю. Наверное, прежде всего расскажу, что мне понадобится. Это вот такой вот прививочный нож. Надо сразу обратить внимание, что заточен он с одной стороны. Это для того, чтобы подготовить черенки. Вот такой вот нож. Это для того, чтобы подровнять сейчас спил древесины. Соответственно, черенки. Они у меня подписаны. Секатор, прививочная лента. Вот тряпка, смоченная спиртом. И садовый вар. И дальше там есть у меня изолента и мешочки. Итак, начинаю. Как сказал, буду прививать вот на этот стволик. Для этого я возьму его, просто вот так вот отпилю. Поступлю радикально, посмотрю, что будет. Использовать я буду вот такую вот пилу. Вот так я подпилил. Теперь беру нож и зачищаю аккуратно спил. Немножко подлохматилась кора. Как говорят учебники, от частоты спила зависит дальнейшее затягивание этой раны. Ведь это получилась рана. Понятно, что я привью сейчас сюда две ветки, буду сюда прививать. Вернее, два черенка, а не ветки. Но вот эта ранка потом должна зажить. Прививку я буду делать в двух местах. Вот здесь и вот здесь. Для этого я беру ножик, ставлю так вертикально. И так до определенного, скажем так, не щелчка, хруста прорезаю кору, камбиальный слой и кору, то есть до древесины. Дальше немножко, у меня нет тут косточки специальные, расправляю древесину, куда у меня потом пойдет черенок. То есть я ее, вернее, не древесину, кору. То есть я ее от древесины немножко аккуратненько отделяю. Вот таким вот образом. Напомню, что все инструменты я продезинфицировал в спирте. Так, теперь беру черенки. Я не знаю, как будет правильно. Вот это у меня черешня, и прививать я буду черешню. Это у меня черешня янтарная. Прививать я буду таким образом, чтобы у меня было раз, два, у меня получается три. Хотелось бы оставить еще, может быть, верхушечную почку. А может быть, скорее всего, раз, два, три. То есть вот здесь у меня вот пойдет вот так вот. Значит, здесь я делаю срез. Сейчас его подровняю. Вот. Еще неопытный, с первого раза не получилось. То есть я сделал срез. Немножко сбоку
Снимаю кору до камбия. Вот. И вот таким вот образом сюда помещаю черенок. То есть почка у меня одна сюда, одна наверх, но одна в бок. Ну, посмотрим. И беру еще один черенок. Вот такой вот у меня он есть. Но здесь я попробую обойтись без верхушечной почки. То есть вот таким образом у меня пойдет. Значит, здесь надо сделать срез. Ну вот, я сделал срез. Таким образом у меня осталось раз, два. Здесь вот, ну не знаю, что за почечка, оставлю. Также чуть-чуть срезаю здесь. Хотя многие учебники говорят, что не надо срезать, но я срежу. Некоторые срезают. Так. И вот так аккуратненько вставляю. Пойдет почка сюда и сюда. Дальше. Дальше беру ленту. Так. Садовая лента, которая заявлена как биоразлагающаяся. И лента, конечно, рвется у меня. Вот, обернул я лентой, притянул, чтобы мои черенки зафиксировались в нужном мне положении. Возможно, я это сделал не очень крепко. Надо, может, еще попробовать. Опять же, еще раз говорю, я прохожу обучение в полевых условиях. Так, что мне понадобится дальше? Дальше вот этот вот спил я замажу садовым варом. Хотя в интернете я видел и слышал как очень много положительных, так много и негативных отзывов, скажем так, о современном садовом варе. Но у меня есть садовый вар в разных, скажем так, вариациях, интерпретациях. От живой коры до аэрозоля. Но я замажу. Чувствуется, что в основе, конечно, лежит воск. Или воск, или парафин. Но самое главное, насколько я понимаю, смысл замазки садовым варом, не дать попасть инфекции в место прививки, потому что оголена кора, вернее, оголена древесина. После того, как я замазал варом рану, срез, место прививки, я хочу сверху одеть пакет. Темный, черный. Очень много споров ведется, надо это или не надо, но я решил для себя, что я сделаю. Я сейчас привяжу вот такие вот веточки с помощью ленты и сверху одену пакет. Использовать я буду вот такую малярную ленту, самую обычную. Закреплю ветки так, чтобы, ну, они как бы собой представляли распорку. Скорее всего, не было видно. Привязал я две веточки, два черенка с помощью ленты. Лента на бумажной основе. Ну, держать ее буду не так уж и долго, наверное, надеюсь. И сверху я одену пакет. Вот такой вот пакетик, который будет и держаться, собственно говоря, на этих веточках. И дальше этой же лентой я зафиксирую. В самом пакете я сделаю несколько отверстий, чтобы, во-первых, уменьшить парусность, во-вторых, дать возможность воздуху все-таки проникать сюда. Ну и у меня здесь создастся такой мини-парничок. Остальное лишнее уберу. Я закончил первую прививку в моей жизни. Буду смотреть дальше, как будет развиваться, приживутся ли здесь мои черенки.
Продолжайте смотреть мои ролики, наблюдать за этим, а я буду продолжать делать прививки. Всем пока-пока.